Следующая форма Гунбу Шаньшоу — это то, что мы уже делали в первой части. Ну, те, кто делал. Кто не делал, соответственно, сейчас будет делать. Шаньшоу — это вот эта вещь. Собственно говоря, обмахивать руками переводится. Или обмахивающие руки. Знак бесконечности с поворотами. Гунбу, понятно, говорит о том, что мы становимся в позицию Гунбу. Перейти надо вот в это положение. И дальше следующий поворот я уже отдельно лучше покажу. Мы становимся в позицию конечную, как делали большой фантем. И теперь таким маленьким раскручиванием, как бы спираль раскручивается из точки, запускаем влево, качание руками влево, вот так. Продолжаем эту же горизонтальную восьмерку вправо. Когда мы вышли вправо и начинаем откатываться на сзади стоящую ногу, носок вздымается. Руки продолжают траекторию Шаньшоу. И вот теперь, когда они достигли вправо нижней части, начинает разворачиваться левая стопа наружу. Примерно на 30 градусов относительно линии запад-восток. Вот это положение. Переносим вес тела на левую ногу. Становимся, пяточки становятся на линию запад-восток четко. Руки выносят по эту траекторию до высоты плеч. Откатились. Развернули на 30 градусов относительно центральной линии Гунбу. Опустили стопу и в это время вышагнули пяточкой. Стопа правая уже начинает закрывать. То есть вы стоите фактически уже с намеком на диагональное саньбу. То есть стопу не опускаете, но вот она не такая, смотрите, не такая, а вот такая, закрыта. Тоже, если ее опустить, получится, что параллельные стопы. Если опустить ее, будет параллельные стопы. Еще раз. Откатились, 30 градусов, шагнули, носок не опускаем. Еще. Прокручиваемся настолько, насколько получается. То есть получится, что здесь немножко будет отличаться от джуаньбу тем, что джуаньбу у нас 45-45, а здесь, соответственно, между стопами 90. А здесь у нас получается в идеале 30 мы первый поворот сделали. Поэтому вторая стопа закрутится не так полно, но все равно между ними будет 90. Если вы до этого сделали 45, это тоже не является ошибкой, просто меньше работы на гибкость голеностопа будет. То есть тогда это будет похоже вообще на джуаньбу. То есть будет сейчас вот с этой стороны, гляньте. То есть если вы сделали вот так и потом развернули вот так, это вообще похоже на джуаньбу. Ну, разворотный шаг, который мы вчера делали. Если вы сделали на 30 градусов, то просто чуть-чуть меньше будет. В принципе, все то же самое. Значит, если угол получается в конце еще более тупой, ну, проще говоря, носки еще более закручены, это еще лучше. То есть здесь такой гимнастический элемент на голеностоп. Крутим настолько, насколько крутится. Там аж туда заворачиваем. Теперь показываю сразу продолжение, потому что, чтобы не зависать в этих промежуточных положениях. Мы переносим вес тела на правую ногу. Руки продолжают уже эту же дугу просто по горизонту. И мы становимся в позицию сюйбу с взглядом на запад. Конечное положение. Сразу давайте станем в конечное положение. Стоим лицом на запад. Позиция сюйбу. То есть правая полная, левая пяточка висит. Координация. Пупо у левой ладони. Поставили на бедро.
отвели от бедра. Первая координация. Здесь над плечом, как будто держим такой, не знаю, в чем мы держим. Ну, какой-то, не знаю, шар держим и собираемся бросать его, например, да? То есть вот. Ядро. Ядро хотя, да, кстати. Вот, координация. Вот такое положение. В него нужно прийти. Пошла восьмерочка шаншоу. Еще раз откатились, открыли носок, шагнули, закрыли правый носок, перенесли вес тела. И вот теперь просто по дуге всю ибу. Проще не бывает. Да? Влево, вправо, осели. Перенесли вес тела на правую, переходим всю ибу и ловим конечное положение, фиксируем его руками. Вот это вот. Нет, ну в смысле малая форма сэджиншо это вот это вот. Ну, имеется в виду в юнфа, ну давайте сделаем, да? Наверное, просто для полноты, так сказать, ощущений. Почему хукоу станет понятно, потому что это захват. То есть вот рука. Вот это движение. Ну вот, короче, смотрите. Всем видно? Давайте встанем, что ли? Все видно, да. Вот исходное положение. Сейчас даже как в Тау станет. Угу. Вот это положение. Ну просто в Тау мы разворачиваемся, поэтому здесь разворот он как бы скорее бросок будет предполагать. А чтобы чисто залом сделать, то можно из одноименной позиции. Вот. Захват. Сюда и от себя. Это бросок как раз, ну то, что говорили, ядро, да, вот оно. Это као, а это цай. То есть попробуем сейчас в таком варианте. Да? Это неприятно, но не больно. Поставили точно так же. Все, он сейчас локоть, значит, с пятого простоишь, не лучше. Ну как хорошо. Как я и говорил, у нас очень много на четвертой освобождение от захвата номер 4, потому что в прикладной технике самый частый захват вот это. То есть вас хватают, и тут как бы, бывает иногда за две руки хватают, но реже, там, ну если ногой там хотят, чтобы коленом как-то прилетело. То есть вот этот захват, почему он так часто бывает, потому что ну, большинство техник работают, у боксеров, у тайцев, я сейчас не говорю сейчас вообще, как бы не только у тайцистов, они работают через разноименную руку. Через одноименную работать мало кто умеет. Ну потому что одноименная рука, чтобы сразу вам понятно было, да, ну для тренировок понятно, что мы делаем симметричное положение, чтобы больше наработать цзи. А в тактике одноименная рука это заход за спину, это туда. А заходить за спину тоже как бы не все любят и предпочитают, ну особенно во внешних стилях, просто прямо в лоб лупить. Правило? Ну может и правило. Насчет правил ничего не скажу. То есть довольно частая история, когда работают на разноименную руку. И захватывают разноименные опять же довольно часто. И освобождение на разноименные руки у нас в нашем арсенале это максимальное количество вот как раз на четвертый захват. Просто потому что его, наверное, чаще всего и хватает. Теперь смотрите, что мы делаем. Ну, нет. Это юнфа тоже. Мы сейчас делаем в манере юнфа, но чтобы привязаться ближе к Тао. Но все равно это уже техника из сюаншу. Вот оно хукоу. Освобождение по 11 перехвату. 9 это одноименный, но вдруг кто видел 11 перехват, поймет, о чем речь идет. Так логичнее, думаю, понятнее. То есть вот он раз освободился, прошел центральную линию, вот оно положение руки, то вот как раз как мяч бросать. Как можно ближе к его корпусу, чтобы вот это сделать. В дальнейшем там идет бросок вниз, мы сейчас его не трогаем, потому что, ну, не будем, короче, жестко держит. Смотрите, я вырываюсь. Вместо того, чтобы вырываться, я делаю, что лодочку раскрыл руку и локоть посадил на колено. Крепко держи. Смотрите, вот вырываюсь, не получается. Теперь я расслабился, держи крепко. Локоть сажаю на колено. Видно? Хукоу открыл. Вот он цай здесь в конце. Небольшой подрывчик, я его подрываю чуть-чуть. И тут же вхожу вот с этим положением в голову.
Сейчас захватываете правой рукой за левую, ну а дальше вы видите. Сейчас, что от него в принципе удержать, да не получается. Ну, где вообще сейчас а вот я расслабленный. Теперь я вхожу в близкую дистанцию, ставлю подбородок, вытягиваю поворот, большой палец нажимается, притягиваем, локоть пошел вниз по дуге, перехват, то есть практически предплечье, можно сказать, что ложится на грудь. В вещах он тоже сам по себе довольно интересный, потому что вот здесь уже тоже ты частично теряешь меня, но если я делаю вот это, ты теряешь меня гарантированно, видишь, как большой палец вылетает. То есть вот здесь ты хоть как-то с горем пополам держишь, ну я могу структурно вырваться, если я тебя сильнее структурно, а тут даже и структурная сила не нужна. Тут просто повернуть и все, да, большой палец вылетает. Расслабься. Расслабься. О, есть, в конце получилось, давай. Все, вот расслабился, я не могу удержать. Все, вот теперь четко работаешь. И теперь шаг. Раз. И теперь. Еще сильнее. Опа, отлично. Да. Когда я вырываюсь, он это дело хорошо фиксирует. Я расслабился, и все, вот он. Что бы я ни делал. Да. То есть момент расслабления, в принципе, его же расслабляет. Поэтому даже если у вас какое-то напряжение вначале было, вот я начинаю дергаться, почувствовал, что я, допустим, просто силой хотел вытащить руку, не дает. Я расслабился, и все. Когда мы начинаем делать шань-шоу, обмахивание, вот после того, как мы сделали последнее, у нас петельки вот эти вот, ну, самого обмахивания, они разного размера. Потому что вот здесь мы из фиксированного фактически положения, ну то есть мы закончили толчок вперед, и теперь мы переходим на обмахивание. Получается, петелька небольшая совсем, ну вот она, сколько тут она размеров. А когда начинаем откатываться, мы уходим уже в амплитуду движения за счет того, что нога еще перемещает, амплитуда большая, и петелька становится большая. То есть если посмотреть внимательно, то вот знак бесконечности мы рисуем, да, в воздухе. Центр его будет на центральной линии. Центр. Но размеры их будут сильно отличаться, в несколько раз, наверное, даже. То есть вот это будет совсем маленькое, ну сколько тут вот, да? А вот тут вот что будет, за счет отката большая амплитуда идет за счет движения на ногу. И, соответственно, здесь она, вот она ж какая. То есть мы проходим полностью, один раз ее рисуем в воздухе. Вот, смотрите, один лепесток, второй лепесток. Все, отсюда начинается переход, вот это следующее, это переход на Санзяобу Лихэтюань. Мы сейчас его, собственно, не будем разучивать. Но я к тому, что вот если вы увидите, что у вас лепестки вот этого вот обмахивания отличаются по амплитуде, так и надо. То есть левая поменьше, правая побольше.